Здравствуйте! Мы сегодня с вами будем разбираться, что такое легкие, как устроено и как оно работает. Погнали! Легкие– это орган воздушного дыхания у человека, у всех млекопитающих, птиц, пресмыкающих, большинство земноводных и некоторые рыб. У человека имеется два легких. Они расположены в грудной полости тела, и они покрыты оболочкой легочной плеврой. Плевра покрывает внутреннюю поверхность грудной полостью, а затем приходит на легкие. Между пристеночной и легочной плевровой имеется щель. Плевральная полость. Она заполнена плевральной жидкостью. Снижающая температура легких стенка грудной полости при дыхании. Каждый легкий находится в герметическом замкнутом пространстве. Легкие состоят из ветвящихся бронхов, концы которых заканчиваются альвеолами. Их насчитывается более 30 миллионов. Если расправить все альвеоли, то общая поверхность составляет около 90-100 метров квадратных. Это равен площадь баскетбольной площадки. Каждый пузырек оплетен стенью капилляров. Стена альвеол и капилляров очень тонкие, через них которые легко приходят газы. Мы дышим атмосферным воздухом, который он содержит 21% кислород, 0,3% углекислого газа, почти 79% азота и пары в воде содержит. Воздух, который мы выдыхаем, отличается по составу от атмосферного. В нем уже 16% кислород, около 4% углекислого газа, больше становится парой воды, количество азота не изменяется. В легких кровь освобождается от углекислого газа и обогащается кислородом. В артерии малого кровообращения в легкие поступает венозная кровь. В воздухе, который выдыхает человек, кислород содержится значительно больше, чем в венозной крови. Поэтому в результате диффузии свободно приходят через стенку альвеол и капилляр в крови. Здесь кислород соединяется с гемоглобином с красным пигментом. Кровь обогащается кислородом, становится артериальной. Одновременно углекислый проникает в альвеоли. Благодаря легочному дыхательному соотношению кислорода и углекислого газа воздух альвеолы удерживается на постоянном уровне. Газообмен между кровью и воздухом альвеолы идет непрерывно, независимо от того, вдыхаем или выдыхаем в данный момент или некоторое время содержаем дыхание. В ткани кровь отделяется от кислорода и насыщается углекислым газом. Артериальная кровь по сосудам большого кровообращения направляется на органы в теле, содержащие кислород. Артериальная кровь больше, чем клетка ткани. Поэтому кислород, благодаря диффузии, свободно приходит через тонкие стенки капилляров в клетке. Кислород использует это для биологического окисления. Выделяющая энергия идет на процесс выживания клетки. При этом образуется углекислый газ, который поступает из клетки на кровь. Кровь артериальная превращается на венозную. Она возвращается на легкие, здесь снова становится артериальной. Всем известно, что газы плохо растворяются в теплой воде, еще хуже на теплом и соленой воде. Чем же объяснить, что кислород проникает в кровь, несмотря что кровь это теплая и соленая жидкость? Ответ на этот вопрос скрывается в свойствах гемоглобина, который предоставляет кислород от органов дыхателя к тканям, от них углекислый газ в дыхательным органам.
Эта молекула химически воздействует с кислородом, захватывает 8 атомов кислорода и доставляет их в ткани. Когда больные люди в этом воздухе дышат или чихают или разговаривают, там выделяется множество слюни, слезы, которые содержат внутри себя множество микробов, зараза и бактерий. Это микробы, заразы и бактерии могут любой здоровый человека заразить. Кто во время чихания или кашляния не закрывает своего рота с помощью полотенца, он умножает до микробов в воздухе. Они могут находиться в воздухе долгое время и заразить любого человека. Один из самых распространенных заболеваний это считается грипп. Это самое распространенное массовое заболевание, перебывает все организм, болезнь опасна, осложнена, поэтому важно соблюдать все правила врача. При заболевании необходимо вызвать врача, выделить больному отдельную посуду, постель, систематически проводить помещение влажной уборки, обеспечить питание богатым витамином пищи. Больному должен соблюдать последование режима питания. Люди, которые ухаживают за больным, должны закрывать рот и носы с помощью медицинских масок. Если вы простудились, не хотите выходить к врачу, или вам лень, или ваши родственники заболевали, хотите им как-то помочь, я вам дарю самый лучший рецепт. Дешевый, самый главный. Для этого нам понадобится 1 штук лимон, варенье и парацетамол. Возьмем стакан кипяток, там добавляем 3 столовые ложки малинового варенья, 2 кусок лимона, примерно пол-сантиметра, Перед добавлением парацетамола возьмем инструктаж парацетамола, посмотрим, что там написано. Мне рука стоит детский парацетамол. Возьмем, прочитаем способность принять дозу. Там написано, что дети от 6 до 9 лет, весящие до 30 килограмма, должны принять они дозу 52 грамма. Это 1/2. Дети от 9 до 12 лет, весящие от 30 до 40 килограмма, должны они принять 250 грамма или 500 миллиграмма. Это половина таблетка или полная таблетка. Для взрослого человека пульс 18, там рекомендуется уже 2 детских таблетка или 1 для взрослого человека парацетамол добавлять. А для беременной женщины там рекомендуется только 1 детский парацетамол. Будьте осторожны, не больше 5 дней принять не рекомендуется без назначения врача. Поэтому будьте осторожны. Вы должны этого принять после часа приема пищи. Спасибо большое за внимание. Вы посмотрели этот видеоролик до конца. Вам понравился мой видеоролик? Поставьте лайк, подпишитесь на мой телеканал. Впереди вас ждет очень интересные видеоролики.